родился в Ленинграде в 1925 году. Мой отец Виктор Петрович и мама Анна Григорьевна были в это время студентами Института политпросвета имени Надежды Константиновны Крупской. После Ленинграда, когда они закончили учебу, им, кстати, предлагали поступать в аспирантуру, но они сказали: мы и так бесплатно выучились, нас советская власть выучила, и мы не можем злоупотреблять иждивенческими настроениями. Мы будем работать. После этого и мама, и папа работали в Донбассе, работали на Кавказе, работали на Дальнем Востоке. И естественно, что мне пришлось повидать очень много различных городов, различных республик Советского Союза. Мама преподавала историю в средней школе. Папа был сначала секретарем обкома партии на Дальнем Востоке, а затем перешел тоже на преподавательскую работу, преподавал географию. Должен сказать, что я учился в том классе, в котором преподавала мама и папа. И мне они спуску не давали. Если меня вызывали к доске, то меня буквально изматывали вопросами, подробностями. Я должен был все знать. У них получить хорошую оценку для меня было проблемой. Кроме того, для мамы я рисовал множество картинок, которые она использовала как материал, наглядные пособия при преподавании истории. Я рисовал неплохо, нарисовал много портретов деятелей Древней Греции, Рима и так далее. Мы тогда жили в поселке Шкотово, где-то в 200 километрах или 300 километрах от Владивостока. Вот, и я учился в средней школе именно в этом поселке. Это был 1937 год. Поскольку папа был секретарем райкома партии, не обкома, вот, то все те, кто приезжали из области, а Шкотово это был небольшой поселок, они, как правило, останавливались у нас на ночевку. Вот. И когда в 1937 году начали преследование троцкистов, то папу обвинили в том, что он этих троцкистов принимал у себя дома. Ну, он принимал их у себя дома, они оказались троцкистами, якобы. Вот. И его тоже обвинили в том, что он собирал троцкистов у себя дома. Вот. А троцкисты это якобы были враги советской власти, их преследовали. И перед папой был выбор. Его могли в любое время арестовать и отправить в концентрационный лагерь. Поэтому он быстро собрался
и по совету мамы поехал в краевой обком, в крайком партии. В крайком партии, где он обратился к первому секретарю крайкома. Короче говоря, он отделался строгим выговором по партийной линии, но его не арестовали. Вскоре после этого мы переехали из Шкотова в городок на Северном Кавказе, в Невинномысск. Невинномысск. Сейчас, раньше это была столица, станица. А затем, сейчас, в настоящее время, это большой город Невинномысск. В 1941 году началась война. Германия напала на Советский Союз. Поскольку папу могли в любое время забрать в армию, я решил не учиться в 9 классе. Я 8 классов к этому времени закончил. А я пошел работать. Значит, мне было 15 лет. Так. Я пошел работать. Сначала я работал, учился на токаря. Токарь работает на станке, вытачивает детали из металла. Затем, поскольку жить становилось труднее, вот, и началась война уже, а Невинномысска, или как мы ее называли, Невинка, это была станция железнодорожная, мы жили рядом со станцией, и пошли эшелоны с ранеными. С фронта отправляли в Пятигорск, Кисловодск. Должен сказать прямо, что среди людей моего поколения понятие Родины, чувство Родины было достаточно прочным, высоким. И я, как и многие мои сверстники, хотел попасть на фронт. Но меня на фронт, естественно, не взяли, потому что я по возрасту не подходил. Я начал работать на Невинномысском канале в качестве арматурщика, и мы изготовляли железобетонные балки для дотов, для укрепления дотов. Но затем есть такой поселок Просковея на Кавказе. Это виноградный район, район достаточно развитого земледелия. Мне удалось договориться поехать туда на работу трактористом. Я работал там по 1942 год включительно. И самое интересное, что уже потом, когда война закончилась, моей маме выплатили деньги, те, которые я заработал, работая трактористом в 1942 году. Это было большой помощью, потому что тогда у меня уже был брат Артем. Мама с Артемом буквально голодали. Это был 1942 год. Немцы вторглись на Кавказ. И директор МТС по указанию областных властей, ему дан был приказ эвакуировать все трактора и вывести их за пределы этого района Кавказа, потому что этот район был вскоре захвачен немцами. И вот нас всех, трактористов, посадили на трактора и сказали, что мы должны выехать тракторами
Элисту.